Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу вам свои парфюмерные новинки. Это часть номер 2. Ссылку на первую часть я оставлю в описании под видео. Ну а в конце ролика я хочу провести новый конкурс. Итак, поехали. Первый аромат, который хочу показать, называется Chocolate Queen от бренда Navitus. Вот таким вот образом он выглядит. Этот аромат – это коллаборация парфюмерного блогера Габи, у которой канал, который называется Gabi Loves Perfume, и бренда Navitus, который в принципе известен тем, что часто делает коллаборации с парфюмерными блогерами. Сам аромат выглядит вот таким вот образом. Это экстракт де парфам. Этот аромат заявлен как шоколадный. Здесь очень много нот про орехи, пралине, карамель, ваниль и так далее. Но для меня этот аромат, он раскрылся черным шоколадом, орехами. И все это очень щедро полито Беллисом. Или вот ирландский крем еще иногда называется. Это вот такое вот мощное сочетание. Ну что я могу сказать по поводу этого аромата? Ну, к сожалению, к моему глубокому сожалению, этот аромат мне не понравился. Не понравился он мне по двум причинам. Первое, потому что я все-таки ожидала, что аромат будет сладкий или сладковатый. Ну, потому что Габи известна тем, что она такая королева гурманских ароматов. Здесь же сладости практически нет. И это то же самое, если вы заказали, например, десерт 3 шоколада, там черный, молочный и белый шоколад, а вам приносят и там только черный. То есть вот мне не хватило здесь сладости, это первое. А второе, сам аромат, он очень насыщенный. Вот такое ощущение, что он супер плотный, он очень яркий. Ну, для меня это перебор. Да, мне нравится, когда у аромата есть шлейф, когда ты от себя его чувствуешь. Я очень тепло отношусь к каналу Габи, мне очень нравится она как автор. Я надеюсь, что этот отзыв будет нормально воспринят. Но я не могу говорить, что мне аромат нравится, когда он мне не понравился. Это просто не мое направление. Тем более, что покупала я его абсолютно вслепую. Но желаю Габи дальнейших успехов, еще больше коллабораций. Вот, а с королевой просто мы, к сожалению, не подружились. Следующий аромат называется California Dream от бренда Louis Vuitton. Вот так он выглядит. Ах, моя прелесть, дорогая, наверное, самая дорогая крошка в моей коллекции, добро пожаловать. Не то, чтобы я разговаривала с флаконами, я пока не пришла еще к этой стадии, видимо, я к ней уверенно иду, но пока нет. Значит, этот флакон, вот посмотрите, пожалуйста, он сделан из голубоватого стекла, которое потом по оттенку переходит в розовое. И авторы вдохновлялись закатами Калифорнии, то есть, да, это сочетание холодных оттенков и теплых. Собственно, эта же идея отражена и в аромате. Здесь, даже вот так немножко нанесем. Это очень такой яркий мандарин и мускус. Но это не просто мандарин, это мандарин, который на ветке. У него приятный такой древесный подтон деревьев, вот как, в джунглях, да, наверное, немногие были в джунглях, но вот эти вот деревья, они пахнут как будто эвкалиптом, как будто какой-то вот такой мятной свежестью. По направлению этот аромат вообще похож на Dolce Gabbana Light Blue, для меня, я вижу в нем эту схожесть. Dolce Gabbana Light Blue – это такой аромат моей юности. Я очень нежно, очень трепетно отношусь к этому аромату. Я вообще немного сентиментальный человек в этом смысле. Но я могу сказать, что все-таки Dolce Gabbana, он более такой акватический, такой морской, он более резкий такой. Здесь все-таки все более такое мягкое, нежное. Чем-то он, наверное, еще похож на аромат молекула мандарин. Я делала обзор на этот аромат, но там вот это классическое звучание молекулы, его ни с чем не спутаешь, если вы хотя бы раз его чувствовали, особенно от другого человека, потому что вот я не все молекулы от себя чувствую. Так вот, здесь тоже похоже, но все-таки это, что называется, это другое. Но если говорить про именно часы, то, наверное, часов 6. То есть не так, что вот с 9 до 9 вы побрызгались и пошли. Все-таки его нужно немного освежать. Я рада, что эта дорогая крошка в прямом и переносном смысле теперь есть у меня в коллекции. Я думаю, что еще особенно красиво он раскроется летом. Посмотрим. Следующий аромат, который хочу показать, называется I don't need a prince by my side to be a princess. То есть, если кратко, Princess от Kilian. У меня 12 миллилитров. Я схватила его в ажиотаже в Сефоре или Дебате. Почему в ажиотаже? Потому что все его просто тащили, горячие пирожки практически разбирали. Но я не удержалась и тоже поддалась. Что могу сказать? С королевой у меня отношения не сложились. А вот с принцессой мы подружились. Значит, сам аромат.
Это гурманика, я бы сказала, такая пряная восточная гурманика. Я его чувствую как зефир, такой даже, да, немножко в шоколаде, как пряности, типа имбиря. И когда вот он на коже подольше побудет, я чувствую здесь такой жасминово-мятный чай. Он достаточно ярко стартует, быстро сходит, по крайней мере, я перестаю так ярко его на себе чувствовать, но когда я прошла, мне потом подошли, спросили: а что у тебя сегодня за парфюм? Я говорю: как, вы чувствуете шлейф? Да, очень большой шлейф, то есть с ним вот этот есть нюанс, что у него большой шлейф, но от себя я его не чувствовала. Следующий аромат, который хочу показать, называется Supreme Bouquet от бренда Yves Saint Laurent. Вот так выглядит эта красота. Этот аромат создал Доминик Рапийон. Ну что тут сказать? Хочется сказать, какова красота. Этот аромат, он про туберозу, но не просто про туберозу. Это тубероза, которая с таким очень мягким, нежным, древесно-благородным таким вот акцентом. И когда он посидит, усядется на вашей коже, можно почувствовать жасмин, какие-то свежие цветы. И все вместе это сделано очень красиво. У меня ощущение, что я, комментирую произведение искусства, да, и мне кажется, что это, наверное, немного неуместно, но это то же самое, что комментировать какую-то очень красивую или известную картину, типа Мону Лизу. Что нового я про нее могу сказать? Ничего, всем понятно, что это и так красиво. Для сравнения взяла аромат про туберозу, который у меня есть, это 100 Silent Waves от Нишане, но здесь это тубероза, которую взяли, значит, бросили в чан с ванилью, сахаром и сливками, там ее покрутили, выдали вам и сказали: нате, пользуйтесь. Есть такой тип ингредиентов, которые всегда на себя обращают внимание, типа уд или вот как раз тубероза. Вот здесь тубероза, которая не кричащая. То есть это не аромат, когда вы хотите его нанести и, что называется, миру заявить: вот она я. Хотя такие ситуации бывают, давайте будем честными, некоторые ароматы для этого, собственно, и придуманы. Вот здесь вы наносите его, когда вы не хотите никому ничего заявлять. Вы, что называется, сами по себе, у вас красивый аромат, и вы вот идете себе и идете. Я могу сказать, что аромат не очень стойкий, его нужно обновлять, где-то пару часов. Я ярко от себя его чувствую. Средняя у него стойкость. Это очень красиво, это очень благородно. И я очень рада, что вот эта крошечка теперь у меня живет в моей коллекции. Последний аромат, который хочу вам показать, называется Lava Osmanthus от бренда Atelier Cologne. У меня он вот в таком travel формате. Что тут скажешь? Это супер позитив. Это очень радостный цветочно-фруктовый аромат. Вот в моем понимании таким он должен быть. То есть он яркий, он стартует засахаренными, красными такими, да, или очень такими насыщенными апельсинами оранжевыми. И здесь османтус, сладкий, приятный османтус. Вот для меня это аромат очень позитивного человека, причем такого, знаете, который к себе располагает. Не такой вот, который там, знаете, как будто там как-то какой-то псевдопросветленный. Бывают такие люди, там, или, например, там, не знаю, слишком расслабленный в таком каком-то, немножко, извините, пофигизме. Нет, какой-то позитивный настрой, когда человек к себе располагает. Помните, я в одном из видео говорила про ароматы, когда вы во взрослом возрасте хотите завести себе новое окружение, и вам нужно общаться с новыми людьми. Этот аромат, он к себе располагает. Это моя личная, конечно же, интерпретация. По поводу стойкости, Atelier Cologne не так, чтобы славиться своей стойкостью, но вот этот аромат очень долго держался у меня от запястья. Прям супер долго. Я очень довольна этой покупкой. Lava Osmanthus замечательно. И в конце, как я и обещала, я хочу провести конкурс, так как я сказала, что с королевой мы не подружились. Но если вы любите шоколадные ароматы, не сладкие, вот с таким акцентом алкогольным, в данном случае это Беллис, может быть, вы любите ореховые ноты, или вообще вы любите ароматы, которые не так, чтобы есть у всех, потому что этот аромат у нас в стране не представлен. Я покупала его там по супер-супер сложной такой схеме, то есть вы любите, чтобы у вас было что-то, чего у других нет. Я решила, что я хочу его разыграть. Пусть он найдет свою хозяйку или хозяина, который будет его радовать. Это полный флакон. Условия конкурса такие. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео про то, какой самый необычный комплимент или, может быть, антикомплимент вы получали на свой парфюм. Автору самого оригинального комментария, который мне больше всего понравится, да, вот такая вот вкусовщина, я вышлю этот парфюм. Важный
нюансы, я могу отправить только по России или в Беларусь, но если вы смотрите меня из другой страны, вы тоже можете участвовать, но тогда я могу отправить кому-то из ваших друзей, родственников, ну, кто находится здесь, а вы уже там сможете забрать самостоятельно как-то. Большое вам спасибо за просмотр, вот такое видео у меня получилось, ну и как обычно, желаю вам всего самого хорошего.